Масштабный удар для союзников. США объявили войну ЕС. Германия, Франция, Великобритания под атакой Америки и готовы к ответу. Союз созывает экстренное заседание. Распад НАТО и поражение. Заявление Брюсселя о военной оккупации Гренландии. Масштабные протесты взрывают Европу. Призыв к американцам убрать свои руки. Россия экстренно стягивает войска. Реакция ВСУ и попытка взять в клешни новый город. Путин согласен на капитуляцию Украины. Новый план Москвы. Подписание Киевом документов о поражении. Опубликованы данные разведки. Зеленский заигрывает с конкурентами. Резонансный материал о нетипичных встречах. Белый дом начинает очередной отчет. США призвали к смене власти. Белый дом требует новых лиц. Обращение Трампа. Китай перенимает опыт США по захвату лидера страны. Белорусские оппозиционеры Тихановские разъехались по разные стороны Атлантики. Немцев вызывают на допросы. Казахстан накрывает массовая бессонница. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Большие потери. Каждую неделю на фронте в Украине погибают или становятся инвалидами около 9 тысяч человек с обеих сторон. Такую статистику озвучил премьер-министр Венгрии Орбан. Европа, по его мнению, готовится к большой войне с Россией, а политические саммиты все чаще превращаются в военные советы, на которых обсуждаются сценарии победы над Москвой и способы заставить Россию платить репарации за нанесенный вред Украине. Орбан заявил, что Европа продолжает помогать Киеву деньгами и наращивать военные расходы, тогда как США фактически вышли из игры. Общая помощь Украине уже превысила 280 миллиардов евро, а запрос на ближайшие 10 лет достигает 800 миллиардов, говорит Орбан. В Будапеште считают, что все эти расходы падут на плечи европейцев, а украинцы не смогут выплатить ни одного кредита. Орбан сравнил такую политику с инвестициями в убыточный бизнес. Кроме того, он уверен, что Россия, как ядерная держава, не согласится выплачивать репарации. На Западе же верят в победу, но не России. Они говорят, мы не погибнем, потому что победим на фронте. Победим Россию и заставим ее платить репарации. Ну, пусть никто не ставит большие деньги на то, что ядерная держава будет платить репарации Западной Европе или Украине. Это сказка. Мы все глубже втягиваемся, каждый день тратим все больше денег. Это как у человека с убыточным бизнесом. Всегда есть дилемма. Есть плохие деньги, которые уже потеряны. И есть свежие деньги. Бросать ли свежие деньги вслед за плохими? Военное вторжение приведет к развалу НАТО, а ЕС не сможет одержать военную победу над США в Гренландии. Такое заявление сделал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Пока он не верит в военную атаку Штатов, но говорит, план «Б» уже готов. Франкен открыто заявляет, посыл Европы таков: если Китай и Россия положили глаз на Гренландию, то Европа сможет самостоятельно, а лучше вместе с США, защитить остров в случае угрозы. И это план А. А вот если же США решатся на военную оккупацию Гренландии, это станет красной линией и фактически концом Североатлантического альянса. Мы же не будем начинать войну из-за Гренландии. Военное превосходство американцев огромно, особенно в этом регионе. Достаточно посмотреть на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении. Но главное — сделать все возможное, чтобы остаться при плане А. Америка должна уйти. Дания и Гренландия взорвалась субботними протестами «Нет Трампу и американцам» на территории острова. В Нууке и на улицах Копенгагена тысячи людей вышли с флагами и плакатами, требуя оставить острову право самостоятельно решать свое будущее. Колонны демонстрантов направились к консульству США, скандируя «Гренландия не продается» и «Руки прочь от Гренландии». Люди открыто выражали страх и гнев, заявляя, что заявления Трампа заставляют семьи в Гренландии жить тревоги. США же объявили войну Европе. Торговую. Трамп мстит ЕС за Гренландию и бьет по деньгам и безопасности. Американский президент заявил, вводит пошлины сначала в 10, а потом и в целых 25%. Под ударом Америки Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и даже Финляндия. Европа будет платить, пока не продаст остров, отметил Трамп. Эти страны, играющие в эту крайне опасную игру, создали уровень риска, который невозможно ни терпеть, ни поддерживать дальше. Поэтому крайне необходимо, чтобы в целях защиты глобального мира и безопасности были приняты жесткие меры, позволяющие быстро и безоговорочно положить конец этой потенциально катастрофической ситуации. ЕС уже созывает экстренное заседание послов из-за действий США. Трампу отвечает и Европа. Макрон уверяет, ЕС не запугать ни России, ни США. В Париже дали понять, европейцы готовятся к ответному удару. Никакие попытки запугивания или угрозы не повлияют на нас. Ни в отношении Украины, ни в отношении Гренландии, нигде бы то ни было в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в этом контексте.
Если они будут подтверждены, европейцы ответят едино и скоординированно. Мы обеспечим защиту европейского суверенитета. И еще одно предупреждение Трампу. Ему готовы ударить по рукам, а точнее по базам. Удар США по Ирану будет слишком дорого стоить, предостерегают американского президента его советники. По данным Wall Street Journal, Трампу сообщили, что масштабная атака на Иран вряд ли приведет к падению режима и может спровоцировать более широкий конфликт. Поэтому Трамп приостановил поток угроз в адрес Тегерана. По мнению чиновников, режим вряд ли рухнет после массивной бомбардировки, которая скорее спровоцирует более широкий конфликт. Меньшие удары могут поднять мораль протестующих, но вряд ли изменят политику репрессий. США требует смены власти, Белый дом считает, время пришло, дерзкий сигнал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп в интервью «Политика» открыто заявляет о том, что власть должна смениться. Трамп назвал Хаменеи больным человеком. По его словам, верховный лидер Ирана не способен эффективно управлять государством. Вместо этого он сосредоточен на удержании власти с помощью насилия и репрессий. В качестве примера управления страной Трамп привел собственный стиль руководства США, отметив, что управление должно строиться на ответственности и профессионализме, а не на страхе. Пришло время искать новое руководство в Иране, сказал Трамп в интервью «Политика» на фоне сообщения о том, что массовые протесты с требованием смены режима, похоже, пошли на спад. Хаменеи же не молчит, он назвал Трампа международным преступником, который сеет смуту. Иран считает президента США виновным и в жертвах, и в нанесенном ущербе, и в клевете, которую он возвел на иранский народ, подчеркнул Хаменеи. Зачинщиков смуты надо преследовать и победить, считает лидер Ирана. Природа этой смуты — эта смута была американской, и это было ясно. Американцы планировали и действовали. Цель американцев, и я заявляю это ясно и недвусмысленно, опираясь на более чем 40-летний опыт в Исламской Республике — проглотить Иран. Путин согласен на капитуляцию, и речь о капитуляции Украины. Украинская разведка заявляет о новом плане России, кампании давления на Киев с целью подписания документов о поражении. В ГУР уверяют, что сейчас Москва собирается запугать страны Европы и Запада, чтобы сдержать поддержку Украины. Для этого выбраны новые цели, говорится в заявлении разведки. С целью принудить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны, государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства. Речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Цель, как утверждается, уничтожить генерацию на АЭС Украины. В РФ эту информацию пока не комментировали. В то же время Россия экстренно стягивает войска. Основное направление – юг Украины. Внимание приковано к Ореховскому и Гуляйпольскому направлению в Запорожской области. ВСУ связывают переброску десантников России с большими потерями. По словам Волошина, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь Российской Федерации на этих направлениях. В России звучит другая версия такой активности. Там говорят о потерях украинских, как территориальных, так и среди личного состава. В Генштабе ВС РФ заявляют, армия России развивает наступление на Запорожье. 15 января Герасимов озвучил цели. Соединения и воинские части группировки Днепр наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское. ВСУ одновременно уверяют, Россия несет потери в Донецкой области на Константиновском направлении и при попытке зайти в город малыми штурмовыми группами. Кроме того, план ВС РФ взять город в клешни. В целом, если говорить о планах врага, то он пытается взять Константиновку в так называемые клещи. Думаю, всем известна их тактика, с целью именно перерезания логистики. Соответственно, наша задача — не допустить этого, подчеркнул Вячеслав Шутенко. Зеленский заигрывает с соперниками. Новая стратегия Банковой. Издание Bloomberg пишет о нетипичных встречах в правительственном квартале. На фоне крупнейшего коррупционного скандала, разговоры о котором не утихают, Зеленский начал активно заискивать с потенциальными конкурентами. В материале напоминают, что на этой неделе он провел разговор с Валерием Залужным, бывшим главнокомандующим ВСУ и самым сильным возможным соперником на будущих выборах. А еще с рядом других лиц. Источники, опрошенные изданием, не сомневаются, это не случайные контакты, а подготовка к президентской гонке, которая может начаться сразу после прекращения огня. Авторы материала пишут, что Зеленский пока остается лидером, но его преимущество уже не выглядит непоколебимым. А коррупционный скандал, к которому причастны его соратники, снизил уровень доверия на 10 процентных пунктов. Среди них Сергей Притула, бывший телеведущий, чья благотворительная организация поддерживает вооруженные силы, а также популярный националистический активист Сергей Стерненко. Череда встреч может свидетельствовать о том, что президент Украины пытается укрепить свои позиции в послевоенной политике. Как отметил один из аналитиков,
Всех недавних собеседников Зеленского объединяет популярность и статус потенциальных соперников на выборах. Напомню, в США неоднократно говорили о необходимости смены власти в Украине даже во время войны. Не устраивает Зеленский и российскую сторону. Там говорят, что пока он у власти, мира в Украине достичь невозможно. Сам же Зеленский много раз говорил, что выборы не проводятся во время военного положения, однако после последних резких заявлений Трампа внутри страны призвал подготовить почву для выбора нового президента. Обратился и к Западу с требованием обеспечить безопасность для проведения выборов. Си Цзиньпинь пошел по стопам Трампа и уже репетирует похищение руководства Тайваня. О военных учениях Китая, в рамках которых отрабатывалось устранение тайваньских властей по аналогии с похищением Мадуро, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на военный канал Центрального телевидения КНР. Где и когда проходили маневры и какие подразделения в них участвовали, не раскрывается. На видео, опубликованном в интернете, китайский беспилотник обнаруживает здание с целью, после чего начинается ночной штурм. Сообщается, что бойцы использовали военные арбалеты, чтобы незаметно пройти мимо вражеских постов охраны и ликвидировать 4 террористов. Вся инсценированная операция заняла менее 2 минут. Китайские власти опасаются вмешательства США на фоне роста двусторонней напряженности и посылают недвусмысленный сигнал Трампу и лидеру Тайваня, говорится в материале. Последние учения Китая, вероятно, направлены на демонстрацию аналогичных возможностей. Китайские власти с настороженностью относятся к возможному вмешательству США на фоне роста двусторонней напряженности по таким вопросам, как Тайвань и Южно-Китайское море. Учения также, по всей видимости, были призваны запугать администрацию президента Тайваня Лай Цзиньде. Немцев вызывают на допросы. Полиция Германии начинает грандиозный разговор с пострадавшими в результате ограбления банка в городе Гельзенкирхен. На допрос вызовут 3000 клиентов банка, чьи банковские ячейки были опустошены преступниками. Издание Welt отмечает, что допросы затянутся на недели. Полиция даже арендовала дополнительные офисы, чтобы максимально и эффективно побеседовать со всеми клиентами банка. Также для удобства граждан правоохранители открыли специальную телефонную линию. Человек, чьи сбережения были украдены, может позвонить и самостоятельно записаться на допрос. Напомню, перед Новым годом преступники пробурили дыру в бетонной стене банка и ограбили его хранилище. Это 1000 ячеек, в которых немцы хранили деньги и драгоценности. Полиция до сих пор не выяснила, как злоумышленники осуществили свой план и обошли банковскую сигнализацию. По предварительным данным, воры вынесли из банка около 90 миллионов евро. Каждому пострадавшему будет предоставлена возможность дать полиции сведения о содержимом своей сейфовой ячейки. Эта информация напрямую войдет в материалы расследования и может дать новые зацепки для установления преступников, подчеркнул представитель полиции. Жизнь порознь. Белорусские оппозиционеры Тихановские по разные стороны Атлантики. Она переезжает в Польшу, он уже в США. Об этом пишет ряд западных медиа, ссылаясь на данные агентства AFP. В материале говорится, что в целом представители белорусской оппозиции срочно покидают Литву. Светлана Тихановская вместе со своей командой переезжает в Польшу. Решение принято после того, как Вильнюс понизил уровень ее охраны, вызвав серьезную тревогу в окружении политика. Команда Тихановской заявляет об усилении угроз со стороны белорусского КГБ. После протестов в Беларуси 2020 года Тихановская жила в литовской столице, теперь ее новой базой станет Варшава. Переезд подтвержден источниками в ее окружении и в МИД Польши, говорится в публикации. В то же время супруг Тихановской, который после освобождения попал в несколько громких скандалов, уже находится в Штатах. Причина такая. Помощник Тихановской Денис Кучинский сообщил журналистам, что муж Светланы, Сергей Тихановский, освобожденный из тюрьмы в прошлом году, в настоящее время находится в Америке по соображениям безопасности. На этой неделе Тихановская встретилась в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким. Награждение сына на фоне информации о тяжелом ДТП и непростом состоянии. Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео, на котором его сын Адам, который по данным ряда СМИ 16 января попал в аварию в Грозном, а сейчас находится в одной из лучших больниц Москвы, жив, цел и невредим. Это сюжет о совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики, которое лично проводил 18-летний сын Кадырова. В конце ролика Адама, как секретаря Совбеза Чечни, награждают золотой медалью за заслуги в повышении безопасности атомных станций. Он удостоен этой награды приказом АО «Концерн Росэнергоатом» за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции. Видео с награждением Кадырова-младшего старое, так утверждает телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости». По информации паблика, который проверил внутренние данные ролика, видео было смонтировано вечером 15 января, а ДТП произошло 16.
Бишкек отменяет русский язык. Власти Кыргызстана закручивают языковые гайки в эфире. Частным телеканалам напомнили о жесткой норме. Не менее 60% вещания должно быть на кыргызском языке. Замминистра культуры Тагаев заявил, с марта 2026 года в Кыргызстане начнутся проверки контента телеканалов на предмет соблюдения языковой квоты. Некоторые телеканалы продолжают повторно показывать программы десятилетней давности только ради соблюдения законов, отметил министр, хотя нового контента предостаточно. Государство уже выдало медиарынку более 400 фильмов, 40 мультфильмов и 10 сериалов бесплатно. Среди иностранных СМИ в стране доминируют российские телеканалы. Частные телеканалы могут развиваться в соответствии со своей стратегией. Но требования соответствующего закона, особенно по кыргызскому языку, должны соблюдаться. Я знаком с ситуацией на медиарынке, но мы обязаны защищать права зрителей. Казахстан накрыла массовая бессонница. В социальных сетях казахстанцы жалуются, что не могут сомкнуть глаз и порой до самого утра. Таких людей тысячи. Некоторые пользователи называют свое состояние странным, вроде спать хочется, а мозг никак не выключается. А кто-то пытается объяснить причину коллективной бессонницы, дескать, виной всему уже прошедшие затяжные новогодние праздники, когда люди ночи напролет смотрели фильмы и сериалы. Местные СМИ попросили врача-сомнолога прокомментировать массовый недосып в Казахстане, о котором гудят соцсети. Издание Тенгри Ньюс пишет, что, вероятно, причина в ударе по циркадным ритмам. Медики советуют соблюдать правило 10-3-2-1-0, то есть за 10 часов до сна не пить кофе и другие напитки с кофеином, за 3 часа до сна желательно не переедать. Если вы собираетесь лечь спать через пару часов, то лучше ограничить умственные и физические нагрузки и перед самим сном забыть о телефоне и не пользоваться им. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня, здоровья. Не забудьте поддержать меня лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.